Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня свяжем вот такой вот самый простой капюшон с воротником. Мастер-класс данный подойдет для новичков, так как он вяжется очень легко и быстро. Связать можно будет на любой размер. Для начала мы провяжем воротник. Если вы, допустим, захотите связать для ребенка, то вам необходимо будет здесь набрать просто изначально меньше воздушных петель. И, конечно же, рядов, соответственно, привязать меньше. Далее у нас провязывается сам капюшон. Здесь уже ничего рассчитывать не надо, только мы по краям вот здесь вот сделаем в начале прибавки, для того, чтобы у нас получился вот такой вот отворот. И сделаем незаметное соединение вот здесь вот. При отвороте данного шва тоже не будет видно. Сейчас я скажу размеры. Воротник получился 23 сантиметра. И вот здесь вот в сложенном виде 22 сантиметра. Далее капюшон. Высоту у нас 32 сантиметра. И вот здесь вот по самой длинной части, здесь у нас идет небольшое скругление. Здесь у нас 32 сантиметра. Для вязания нам понадобится крючок номер 5. Маркеры обязательно. Можно использовать просто булавки. Также пластиковая игла с большим ушком. Если нет иглы, можно будет использовать крючок. Нам он необходим будет только вот здесь вот, где мы сверху немного стянем петельки. Можно их протянуть будет крючком. Также понадобится 2 мотка пряжи. Пряжа у меня Alize Lana Gold Classic. Здесь в 100 граммах 240 метров. 51% акрил, 49% шерсти. Цвет данной пряжи 21. Цвет, из которой я вязала капюшон, 221. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества. Нить я обычно вытягиваю с центра мотка. Не всегда получается найти кончик нити. Иногда выходит вот такой вот пучок. Но зато потом ниточка спокойно вытягивается. Клубок у вас никуда не катается. И вязать так намного удобнее. Делаем петлю. Заводим крючок. И захватываем рабочую нить. Протянули. Первую петельку я не затягиваю. Это у меня первая петля. Далее вторая, третья, четвертая и так далее. Набираем 36 воздушных петель. Петли старайтесь набирать более свободно. Сильно их не затягивайте. Вот я набрала 36 воздушных петель. Их можно пересчитать. Вот первая воздушная петля. А 36-я, она находится возле крючка. Вот это 36-я воздушная петля. Размером она получилась в нерастянутом виде. Приблизительно 25 сантиметров. Я измеряю данную цепочку для того, чтобы вы смогли сориентироваться по своей пряже. Возможно, у вас пряжа чуть тоньше, либо наоборот толще. Вяжем первый ряд, провязываем со второй петли от крючка. Первая петля, во вторую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее в следующую вытянули 2 петельки на крючке, провязываем вместе. Самую первую петлю можно отметить маркером. Очень часто бывает, что данную петлю теряют, забывают провязать в следующем ряду и полотно начинает сужаться. Поэтому лучше всего крайние петли отмечать маркером. Далее в следующую. И так до конца. В каждую петлю провязываем по столбику. Всего в ряду получится 35 столбиков без накида. Провязываю последнюю петлю.
Здесь уже можно потянуть за кончик нити и затянуть ее. Далее в конце каждого ряда всегда делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем. Переворачивать старайтесь всегда в одном направлении. И далее все последующие ряды будем вязать, захватывая заднюю стенку петли, также начиная провязывать со второй петли от крючка. Первая со второй захватываем заднюю стенку петли. Вот у вас косичка идет, захватываем только задние стенки. Вытянули петлю, снова 2 петельки на крючке, провязываем вместе. И данную петлю, самую крайнюю, отметьте маркером. Далее вводим крючок под следующую заднюю стенку петли и также провязываем столбик. Таким образом провязываем второй ряд. Во втором ряду также у нас будет 35 столбиков без накида. Довязываем до конца и в конце покажу, как провязать последнюю петлю. Провязываю последнюю петлю, где у нас маркер. Здесь захватываем в конце всегда обе стеночки петли. Убираем маркер. Вот если маркер не устанавливать, очень часто пропускают данную петлю и не провязывают. Лучше всего, конечно, устанавливать маркер в конце. Вот захватили обе стеночки петли и провязываем столбик. Далее в конце, как я говорила, всегда одна воздушная петля. Перевернули. Вяжем со второй петли от крючка за заднюю стенку петли. Также провязываем столбики без накида до конца. Здесь отмечаем маркером. Также в ряду будет 35 столбиков без накида. В конце ряда снова провязываем за обе стеночки петли. Далее снова воздушная петля, перевернули, и ряды у нас повторяются. Провязываем все точно так же. Со второй петли от крючка за заднюю стенку провязываем столбики без накида, и в каждом ряду будет по 35 столбиков. Вот такой получился прямоугольник. Здесь у меня 70 рядов. Можно их пересчитать. Вот смотрите, одна вот такая вот бороздка. Здесь 2 ряда. У меня вот таких вот бороздок 35. Умножаем на 2, получается 70 рядов. Сейчас я скажу размеры. Итак, у нас в длину получилось 44 сантиметра. И в ширину 22 сантиметра. Вы можете регулировать как длину, так и ширину. Вы, допустим, можете провязать больше рядов, если хотите ворот более посвободнее, либо поменьше, если вы вяжете, допустим, для ребенка. И сейчас мы будем делать соединение. Складываем полотно вот таким образом. Вот у нас идет здесь край с косичками. Рабочую нить укладываем внутрь. С этой стороны у нас идут вот такие вот петельки. Это у нас был наборный ряд из воздушных петель. Вот она крайняя первая петля, вторая и так далее. Сюда будем вводить крючок. Для начала ниточку чуть подтянули. Заводим здесь в крайнюю петлю и вытягиваем нить. Рабочая нить находится внутри. Подтягиваем. С этой стороны, где у нас идут косички, мы захватываем переднюю стенку петли. А здесь крючок вводим в каждую петлю. Здесь у нас первая петля уже провязана. С этой стороны смотрим, вот идет первая косичка, ее тоже не трогаем. Заводим во вторую, захватывая переднюю стенку петли. Далее здесь также находим вторую петлю
и провязываем соединительную петлю, протягивая через все петли. Далее вводим крючок в следующую, захватывая переднюю стенку. Здесь находим следующую петлю. И таким образом провязываем до конца. Здесь у нас будет образовываться вот такая вот косичка. Шва не будет видно, и при отвороте тоже не будет видно шва. Вот я провязала последнюю петлю. Далее нить обрезаем и вот таким образом полностью ее вытягиваем. Это у нас кончик с самого начала первого ряда. И затем эти кончики прячем под петельки. Прячем их по краю. Вот у нас идет шов. Его мы оставим сзади капюшона. Таким образом переворачиваем. И начинать капюшон провязывать будем вот спереди. А шов у нас останется сзади. Теперь будем провязывать по верху здесь. И крючок будем вводить вот под вот эти петельки. Вот у нас идет вогнутый ряд. Сверху вот петелька. Здесь выпуклый ряд. Также петелька вот сверху. И вот в эти петли будем вводить крючок и провязывать полустолбики с накидом. Вот я складываю пополам. Здесь у меня шов. Ввожу здесь крючок. Вытягиваем нить. И провязываем одну воздушную петлю и вторую. Вот эту ниточку можно здесь уложить вдоль вязания и вместе сразу же провязать. Далее делаем накид на крючок, вводим в следующую петлю. Вот идет выпуклый ряд, вводим крючок, ниточку уложили. Все 3 петли провязываем вместе. Это у нас полустолбик с накидом. Вот эту петлю можете отметить маркером, чтобы в следующем ряду ее не потерять. Далее снова накид, вводим в следующую петлю и провязываем полустолбик с накидом. Таким образом провязываем по всему краю до конца. Провязываю последний полустолбик с накидом в данном ряду. И далее мы здесь соединения не делаем. Вязать будем поворотными рядами. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Перевернули. И все последующие ряды будем вязать, захватывая заднюю стенку петли. Вот видите, здесь идут косички. Захватываем заднюю стенку петли. И также по краям мы будем делать прибавки. Делаем накид на крючок, вводим в третью петлю от крючка, первая, вторая, в третью за заднюю стенку петли. Провязали полустолбик с накидом. Данную петлю тоже можете отметить маркером. Крайние петли можете отмечать, так как многие бывает ее пропускают. И далее снова делаем накид, и в эту же петлю провязываем еще полустолбик с накидом. Таким образом с краю мы сделали прибавку. Далее накид за заднюю стенку, провязываем полустолбики с накидом.
Вяжем их до конца ряда и здесь снова сделаем прибавку. Вот я довязала до маркера, это последняя петля. И сюда мы провязываем 2 полустолбика с накидом, только мы захватываем в конце обе стенки петли. Делаем накид и заводим не только за заднюю, а за обе стенки. Один полустолбик с накидом и сюда же провязываем второй полустолбик с накидом. Все, далее снова делаем 2 воздушные петли, перевернули. Снова в начале делаем прибавку, делаем накид на крючок, в третью петлю от крючка, первая, вторая, за заднюю стенку, провязываем полустолбик с накидом. Данную петлю отметим маркером. Сюда же снова в эту же петлю провязываем второй полустолбик с накидом. И далее ряды повторяются. Также провязываем за заднюю стенку полустолбики с накидом до конца, до следующего крайнего маркера. Снова я довязала ряд до маркера и здесь в конце, в последнюю петлю, за обе стенки провязываем 2 полустолбика с накидом. Накид за обе стенки, первый полустолбик и сюда же второй. И у нас будет вот такое идти расширение. Далее ряды повторяются, вяжется все точно так же. Снова делаем 2 воздушные петли и по краям делаем прибавки. Накид в третью петлю, 1, 2, 3 за заднюю стенку провязываем 2 полустолбика с накидом. Первый провязали, еще один, второй. И далее по одному полустолбику с накидом за заднюю стенку петли. Провязываем до конца, до маркера. Здесь точно так же провязываем за обе стеночки полупетли. Провязываем 2 полустолбика с накидом, 2 воздушные петли, развернули, и ряды у нас повторяются. Я сейчас провяжу ряды с прибавками и скажу, сколько у меня их получилось. Вот у меня закончилась нить, и я хочу показать, как соединить нить со второго мотка. Вот, допустим, вы провязываете полустолбик с накидом, через все 3 петли протянули, и данный кончик полностью вытягиваем. Далее вводим крючок вот под эти 3 петли, вот сверху заводим, откуда у нас выходит нить. Далее берем нить со второго мотка и вытягиваем петлю. Этот кончик укладываем вниз, здесь провязываем вместе. И все, далее делаем накид на крючок, заводим также под заднюю стенку петли и провязываем полустолбики с накидом. А эту нить мы провяжем здесь, когда будем вязать следующий ряд. Также будем укладывать его вдоль вязания и провязывать вместе. И вот таким образом присоединяется нить со второго мотка. Я провязала ряды с прибавками. Получилось вот такое вот расширение с одной стороны, со второй. Вот это у меня идет первый ряд. Здесь мы провязывали полустолбики с накидом, и далее уже идут ряды с прибавками. Сейчас посчитаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядов с прибавками. И здесь у меня получилось до первого ряда, вот он первый ряд, 13 сантиметров. Далее мы уже будем ряды вязать без прибавок. Далее провязываем ряды без прибавок. Здесь ничего сложного нет.
Также в конце делаем 2 воздушные петли, перевернули, вяжем с 3 петли от крючка, делаем накид, 1, 2, в 3 вводим крючок, провязываем полустолбик с накидом. И все. Здесь мы прибавку не делаем, то есть мы опять делаем накид и уже провязываем в следующую петлю. Эту крайнюю петлю можете отметить, чтобы ее не потерять. И все, и до конца вяжем полустолбики с накидом. И в конце также провязываем уже без прибавки. Вот в конце необходимо провязать последнюю петлю, где маркер, накид, за обе стеночки петли и провязываем полустолбик с накидом. Так как мы не делаем прибавку, провязываем 1 полустолбик с накидом и далее снова все повторяется. 2 воздушные петли, перевернули и вяжем без прибавок. В 3 петлю провязали, сразу отметьте маркером. И все, далее вяжем как обычно. Ряды у нас повторяются. Я провязала ряды без прибавок, вот они идут. Здесь мы вязали с прибавками, вот я отметила маркером, где у меня был последний ряд с прибавками. И далее, получается, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов без прибавок по краям. И здесь у меня получилось до отворота 30 сантиметров. Далее я буду провязывать еще 5 рядов, только посередине, вот здесь вот, где у нас верх капюшона, я буду делать убавки через один ряд. Отметьте маркером, посчитайте, где у вас здесь середина, отметьте эту петлю. И сейчас будем провязывать. Также по краям прибавки уже не делаем, провязывать будем до маркера, и я здесь покажу, как сделать убавку. Довязали до маркера, и теперь здесь делаем убавку, сразу захватим 2 петли, вот эту и следующую. Маркер убираем, также делаем накид на крючок, заводим под заднюю стеночку петли и сразу же в следующую петлю также под заднюю стеночку петли захватили нить, вытягиваем через 2 петли, и у нас на крючке образовались 3 петельки, их все вместе провязываем. Маркером отмечаем сразу же вот эту петлю. Далее вяжем, как обычно, полустолбики с накидом. Только обратите здесь внимание, когда вы сделали убавку, вот эта петля, она как бы вытянутая, но она провязана. То есть мы ее захватывали, делали убавку. Поэтому провязываем вот сюда, в следующую петлю. И до конца вяжем полустолбики с накидом. В конце делаем 1 воздушную петлю, переворачиваем, вяжем в обратном порядке снова до маркера. Здесь мы в следующем ряду убавку делать не будем, но я покажу, как перенести маркер на следующий ряд. Вот я довязала до маркера. Здесь убавку не делаем, убавки делаем через один ряд. Здесь провязываем как обычно, где у нас был маркер, полустолбик с накидом, и просто сразу же в эту петлю, как провязали, установите маркер, так как в следующем ряду вот здесь будем делать убавку. И все, далее вяжем как обычно данный ряд до конца. В конце снова 2 воздушные петли, переворачиваем и вяжем снова до маркера. Еще раз покажу, как сделать убавку. Делаем убавку, накид на крючок, заводим за заднюю стеночку, первую петлю захватили и сразу же во вторую вытягиваем петлю, 3 петли на крючке провязываем вместе и отмечаем маркером. Далее провязываем
полустолбики с накидом. Еще раз обращаю внимание, смотрите, эта петля, видите, натянута, она провязана. Вводим в следующую петлю, провязываем полустолбик. Далее провязываем еще один ряд без убавки и следующий ряд с убавкой. Самый последний будет ряд у нас с убавкой. Вот я провязала последний ряд с убавкой. Вот такое небольшое у нас получилось здесь скругление. И теперь нам осталось только сшить верх капюшона. Петля у меня находится вот с этой стороны. Ниточку рабочую укладываем внутрь. С этой стороны у нас находятся такие косички, и здесь тоже. Здесь мы заводим крючок под обе стеночки петли. Захватили петлю, вытягиваем, подтянули. Далее смотрим, с этой стороны мы заводим крючок, захватывая только переднюю стенку петли. Первую петлю мы уже не трогаем, шагаем во вторую, захватили переднюю стенку петли. И с этой стороны также уже во вторую петлю, здесь мы первую провязали, за обе стеночки заводим крючок и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую с этой стороны, здесь за обе стеночки. Таким образом делаем соединение. В конце осталось немного здесь петель. Теперь ниточку обрезаем от клубка, полностью вытягиваем и продеваем в иглу с большим ушком. Если у вас нет иглы, то можно будет петельки протянуть просто крючком. Далее собираем здесь петли. Вот собрали петельки, аккуратно стягиваем потихоньку и иглу выводим наизнанку, так как это у нас будет лицевая сторона, где мы прошивали. Здесь также подтянули и еще раз прошлись по кругу. Вот такое у нас получилось соединение здесь. Аккуратно собрали вверх, и у нас здесь ничего не торчит. И при отвороте у нас здесь не будет видно шва. Вот такой у нас получился капюшон с воротником. Если вы хотите, вы можете вот этот вот отворот зацепить в нескольких местах простой нитью. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.